Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу про панель инструментов. Что делать, если она пропала, как ее вернуть, как добавить новые инструменты или убрать ненужные, и как создать полностью новую панель инструментов или даже несколько под разные цели. Поехали! Итак, у меня уже есть основная панель инструментов, и случилась такая ситуация, что она пропала. Для того, чтобы найти панель инструментов, надо зайти в окно, панель инструментов, и вот у нас есть дополнительные основные, новая панель инструментов и управление панелями инструментов. Итак, возвращаем старую, нажимаем дополнительные, она снова появилась. Также у нас есть основные. Переключаем, вот она. Это панель с основными инструментами, которые являются стандартными. Панель с дополнительными — это панель, в которой находятся все инструменты. Вот здесь у нас находятся все инструменты, некоторые по отдельности, а некоторые, если нажать на них, появляется дополнительная еще вкладка. Что здесь есть и как поменять или убрать инструмент. Например, мы работаем с такой панелью инструментов. Нам нужно убрать или добавить какой-то инструмент. Для этого нам необходимо найти внизу три точки и нажать на нее. Появляется дополнительная панель, в которой находятся все инструменты. Эти инструменты сейчас не активны, потому что они находятся уже на панели. Где-то поодиночке, а где-то в группе. И на панели подсвечивается квадратиком, где они находятся. Также у нас здесь есть внизу настройки заливки, обводки, цветов и так далее. Если мы на них нажмем, они будут у нас убираться из основной панели. Возвращаем обратно. И также с инструментами, но они у нас все на панели. И вот представим такую ситуацию. У нас, например, вот есть два инструмента в группе. Это пипетка и линейка. И нам их нужно разделить, чтобы вот в эту группу нам не заходить. Тогда мы просто наводим курсор на пипетку, зажимаем левой кнопкой мыши и перетягиваем ее вниз. Вот свободное окно. Все, наша группа разделилась, и теперь у нас инструменты находятся отдельно друг от друга. Теперь попробуем создать свою панель инструментов или несколько для разных ситуаций. Заходим в окно, панель инструментов, новая панель инструментов. Вот у нас появилось окно, в котором мы можем написать название. Вот наша новая панель. И теперь мы сами сюда вкладываем те инструменты, которые нам нужны. Нажимаем на три точки снизу. Появляется окно со всеми инструментами. И выбираем те, которые необходимо. Мы выбрали текст. Вот у нас есть тип текст. И мы берем и перетягиваем ее на панель. Раз. Два. Три. Вот мы ее перетягиваем, смотрим, когда появляется вот такая свободная ячеечка, и туда вставляем. Отлично, то, что нужно. И внизу мы также можем добавить настройки заливки и обводки. Вот они у нас появились. Закрываем. И также можно менять порядок этих инструментов. Наводим курсор на инструмент, зажимаем левую кнопку мыши и тянем в то место, где хотим, чтобы он стоял. Как объединить инструменты в группы? Берем инструмент и тянем его на другой. И отпускаем. Все, у нас появилась группа, в котором находятся два инструмента. Как его оттуда вытащить? Наводим и вытягиваем из группы. Вот так. Теперь у нас есть две панели инструментов. Мы их опять закрываем и хотим их вернуть. Окно, панель инструментов. Вот у нас есть дополнительные основные и наш текст, который мы и сделали. Нажимаем на него, появился, готово. Теперь он будет у тебя сохранен и всегда находиться под рукой. Что с ним можно еще сделать? Можно удалить или переименовать. Например, заходим в окно. Вот у нас появилось управление панелью инструментов, в котором у нас находится наша панель с названием текст. Можем на нее нажать, переименовать название, либо удалить его, или же добавить новую панель. Например, добавляем новую панель, текст копия, переименовываем там в другое, и с ней уже работаем, делаем новую панель. Отмена. Ну вот и все, спасибо за просмотр, обязательно подписывайся, пиши комментарии, ставь лайки и до новых встреч, пока.